Возьмем две, на первый взгляд, одинаковые сцены. Человек проходит по освещенному коридору, а после выключает в нем свет, и в темноте он видит в этом коридоре силуэт. Вторая ситуация. Человек проходит по коридору к освещенной комнате, и уже в ней он выключает свет. И все так же в этой комнате появляется силуэт. Какая из этих двух ситуаций для вас страшнее? Вопрос отчасти субъективный, потому как лично я бы наложил в штаны в обеих ситуациях. Но страшнее все-таки первый вариант, а все потому что контекст. Во второй сцене нам просто обозначают опасность. Вот в этот угол комнаты не ходи, а то будет плохо. В первой же сцене персонаж сталкивается не только с самим фактом существования опасности, но и с тем, что эта опасность находится в том месте, через которое он только что прошел. То есть здесь происходит не только испуг от присутствия угрозы, но и это осознание того, как близко персонаж к ней был. Иными словами, хоррор, для того чтобы быть наиболее эффективным, должен обращаться с информацией деликатно, иначе все погружение рискует испариться, или он рискует стать чем-то банальным. В 2018 году выходят «Тихое место» и «Птичий короб». Чем эти картины связаны? Кроме года выхода, во-первых, в них обеих есть беременные женщины, которые вынуждены рожать в условиях апокалипсиса. Во-вторых, они диаметрально противоположно используют контекст. И в-третьих, обе картины мне не понравились. «Тихое место», пожалуй, самый скучный из двух. Можно сказать, что использование монстров, которые не видят, но очень хорошо слышат, открывает сценаристу больше возможностей прописать сцены таким образом, чтобы на визуальном уровне передать те ощущения бытия на грани собственной смерти, которые передать с использованием самых обычных монстров, которые слышат и при этом не видят, просто невозможно. Но ведь фильм с этим почти никак не играется. Более того, перед тем, как показать, какого типа ужас «Тихое место» стремится передать зрителю, режиссер запихнул целых 5 скримеров. Проходит буквально половина всего фильма перед тем, как нам показывают, что примерно хочет сценарий достичь. И то я бы сказал, что у него не выходит, потому как в самом фильме все сконцентрировано исключительно на выживании или самих монстрах. Здесь, по сути, нет прописанных и интересных персонажей. Здесь только персонажи, которым можно посочувствовать. И причем только по причинам, которые поймут далеко не все зрители. Например, я не знаю, каково это потерять своего ребенка и после винить себя в этом. Единственное, чему лично я могу в этом фильме сопереживать, это желание не быть съеденным непонятным существом. Вот только из-за того, что вся суть персонажей строится на их желании выжить, мне становится на них плевать, ведь я всего лишь смотрю фильм с актерами. Ах да, и насчет отношения фильма к контексту. Вся суть использования информации в этом фильме достаточно проста. Не создавать для врага новую информацию, ведь по ней он тебя вычислит. Но ведь это уже было. Концептуально монстры в этом фильме недалеки от, скажем, зомби или злодеев из любого фильма про шпионов, для которых точно так же нельзя создавать информацию о собственном присутствии. Просто в случае тихого места можно делать что угодно, пока ты не издаешь звук. Намного более интересным концептом является ужас, в котором ты не знаешь, что произойдет. То есть в таком хорроре автор ограничивает не врага от информации, а главных героев. И это круто. В «Тихом месте» есть такая сцена. Вот глухая девочка, которая не слышит опасность позади нее. И вот у нас есть слепой монстр, который не видит перед собой жертву. Вот то напряжение, от которого можно действительно получить кайф. Потому что здесь совсем непонятно, как разрешится эта ситуация. Но происходит вот это. Опять же, хоррор – жанр чувства, поэтому и темп повествования, и операторская работа, и палитра цветов на экране играют не менее важную роль в создании ужаса.
А здесь, вместо того, чтобы держать зрителя в напряжении, дать ему прочувствовать ситуацию, режиссер решает срочно сместить наше внимание на уязвимость ужасных монстров. Ну и прекрасно, когда меня теперь будут пугать? Видимо, спустя несколько месяцев, когда выйдет «Птичий короб». Вот этот фильм как раз целиком и полностью построен на такого рода сценах, когда персонажи вынуждены ограничивать себя от внешней информации, а иначе они сойдут с ума и убьют себя. Если бы. Посмотрите на эту сцену. Концептуально это очень интересная сцена. Здесь есть все то, о чем я говорил. Фильм начинается с того, что у людей, увидевших что-то, развивается паника, и они сходят с ума, пытаясь себя убить. От чего это происходит и как выглядит существо, на которое нельзя смотреть, неясно. Точно так же неясно, как это существо себя вообще ведет. Зато мы знаем, как с ним бороться. Избегать любого визуального контакта. По идее, основа для хорошей, напряженной сцены уже готова, но чувствуется она мега посредственно. Как думаете, почему? Мой ответ: чтобы сблизить нас с ужасом героев, камера должна оставаться внутри автомобиля. Это логично, потому что мы должны быть в неведении того, что происходит вокруг. Вместо этого камера прыгает изнутри наружу и обратно. Это разрушает наше непонимание ситуации. А когда на машину нападает монстр, то тут вообще начинается комедия, потому что... Ну, посмотрите на это. Что это за кошмар? Что это? Вот здесь мне действительно страшно, но не за героев и за себя, а за навыки оператора и мысли режиссера, который подумал, что это будет пугать. И это лишь один из примеров таких сцен, потому что в остальном хоррор представлен либо таким же образом, либо камеру заматывают в тряпочку. Направление, которое выбрал «Птичий короб», верное, но, к сожалению, конкретно такой подход к созданию ужаса не работает для этого фильма. То, что нам пытается передать режиссер, должно быть совершенно другим типом искусства, и как хорошо, что есть видеоигры. Iron Lung или Железная Легкая – это буквально перенесенная в контекст игры поездка в машине из фильма. Разница между Птичьим коробом и Железным Легким в том, что второе – интерактивный вид искусства. Точно так же, как и в коробе, нам закрыли глаза, но здесь мы вольны сами принимать решения. Разве что у нас есть задание определенным образом сфотографировать точки, обозначенные на карте. Но каким будет путь и как долго он займет, по итогу решает игрок. Камера – наш единственный путь во внешний мир, и механика игры очень проста. Мы управляем подводной лодкой, ориентируясь на координаты и радар. Скажу так, управлять вслепую действительно весело. Мне пришлось попотеть мозгом, чтобы понять, чего от меня хотят, но со второй попытки я точно разобрался, что к чему, и отправился в свободное плавание. Это было весело, пока я не узнал, что воздуха до поднятия на поверхность мне явно не хватит. Датчик кислорода периодически напоминает мне о моей скорой кончине. Это довольно очевидное сообщение. Ты в опасности, из которой нельзя сбежать. Но на всякий случай, чтобы игрок точно знал, ему под нос суют записку, которая все только портит. Сначала я подумал, что это попытка авторов вбросить в Железное Легкое немного психологизма и переживания главного героя о своей судьбе. Ведь в начале игры нам объясняют, что мы заключенные и за хорошую работу нас щедро вознаградят свободой. Но на самом деле это довольно странный способ сказать, что и так уже было сказано с помощью датчика. Признаю, деталь абсолютно мелочная, она забывается по итогу прохождения, но ведь здесь видна попытка автора что-то добавить в игру. Вот только зачем игроку сообщать о том, что он в опасности, когда у нас уже есть для этого абсолютно все данные? Причем, я бы сказал, если не бросать записку, у игрока разовьется более сильная паранойя по поводу этой ситуации, потому что вместо убеждения о том, что он здесь умрет, у него может проснуться надежда о том, что в какой-то чудный момент нас спасут. Надежда, которая подкосится еще сильнее, когда значение на индикаторе кислорода снова упадет. И это я не говорю о том, что трубы на подлодке постепенно выпускают газ, и в один момент у нас даже случается небольшой пожарчик.
Вспомним «Прочь». Фильм интересен, потому что в этой картине зритель не знает, от чего ждать беды, ведь проблематика не в каких-то монстрах, а в том, что главный герой черный. По итогу, да, мы узнаем, что все белые люди, впрочем, это угроза для него, но до этого момента зрители еще не дошли. Давайте попробуем подумать над одним эпизодом вместе с режиссером и сценаристом картины, чтобы лучше понять, как наши решения повлияют на зрителя. После неуютной сцены за ужином, главный герой и его девушка отправляются в комнату. Крис, для которого ужин и оказался не вполне нормальным, немного напряжен обстановкой. Джордан Пил написал два варианта этой сцены. В первой версии Роуз, девушка главного героя, старается убедить парня, что все нормально, просто у нее такая семья, и они не имели в виду ничего плохого, но выходит, что подозрение главного героя вместе с нашим от этого только усиливается. Можно было бы заставить главного героя поверить в слова девушки, да вот только зритель бы сразу раскусил, что его пытаются обмануть, причем очень примитивным способом. В той версии, что оказалось в фильме, Роуз сама находится в недоумении, причем даже в большем, в котором пребывает Крис. И это ему теперь нужно убеждать девушку, что все в порядке. Таким образом, Роуз выигрывает доверие у своего парня, а так как мы ему импонируем, то и у нас. Поэтому твист с тем, что даже девушка главного героя, последний добрый белый человек, на самом деле оказывается на стороне злодеев, работает как джампскер, только не буквальный, а информационный. Примерно то же самое могло бы происходить в «Железном легком». Записка могла бы вести нас по ложному следу, но если проводить аналогию с «Прочь дальше», здесь это выливается в третий вариант сцены, в которой Крис пытается убедить Роуз, что все в порядке, но это она убеждает его, что что-то не так. Кстати, в игре это «что-то не так» представлено не нехваткой чистого воздуха, а монстром, как и в первых двух упомянутых фильмах. С одной стороны, концовку игры, а именно единственный джампскер, можно было бы поставить в один ряд с приемом Линча в Mulholland Drive. Это когда вместо того, чтобы просто пугать внезапно появившейся бабайкой, тебе заранее сообщили, что она выпрыгнет. И теперь перед зрителем не стоит вопрос, что же там будет. Теперь перед ним стоит вопрос, когда это случится и случится ли вообще. Вот это ощущение, что вот-вот произойдет что-то страшное, и при условии, что оно вот никак не наступает, создает надежду, будто все обойдется. Или... Для этого нужно создать необходимые условия. Скример в «Железном легком» мне кажется абсолютно банальным, потому что для него нет никакого основания, его просто невозможно ожидать. Также стоит упомянуть и психологизм в хоррорах. У ужасов есть огромное количество поджанров, но в основном существуют две категории. Ужастик обычный, о которых мы только что говорили, и психологический, типа Сома или того же Прочь. Обычные ужасы рассчитаны на наши первородные страхи и опасности. Мы не хотим быть убитыми, поэтому избегаем монстров. Ужас же психологический, хоть по сути и имеет под собой ту же основу первородного страха, рассчитан на более тонкое понимание идей и ценностей человека. Вообще Сома имеет эти элементы обычного ужастика, что, по мнению Джозефа Андерсона, только портит игру. И я с ним согласен, потому что в ней уже присутствуют занимательные и во многом пугающие идеи. В этой же игре самые страшные моменты не те, в которых тебя преследуют монстры, а моменты по типу таких, когда ты переносишь свое сознание в другое тело, и после, когда ты в нем оказываешься, осознаешь, что ты не только здесь, но и там. Обычно вопрос по типу, если взять сознание одного человека и переместить его в чужое тело, кто из них является тем самым человеком, задается гипотетически. Нашему сознанию очень сложно примерить такую ситуацию на себя, потому что это почти невозможно в реальности. И я рад, что это происходит в Сома. Все это не значит, что психологизм хорошо, а ужастик с монстрами плохо. Оба этих типа хоррора можно использовать.
Первый как разумную основу истории, а второй как ее дополнение. Например, «Зомби по имени Шон». Пусть это комедия, а не хоррор, но фильм отлично показывает, как можно использовать элемент ужаса – зомби. Ведь он не об апокалипсисе и о том, как выживать. Он об отношениях и приоритетах в них, и росте над собой. Зомби здесь важны не только как элемент, который пугает или смешит, он играет тематическую роль, ведь Шон и есть самый настоящий зомби. Лично я вообще считаю, что лучшие фильмы ужасов, как это ни странно, не хорроры, а триллеры. Триллер по своей сути должен держать в напряжении, а не напрямую пугать. И из этого ограничения вырастают более интересные сценарные решения, потому что монстров в этих картинах попросту нет, и создатель вынужден прибегать к тому, чтобы правильно использовать контекст в своей истории. Хороший хоррор очень сложно создать. И это тем более сложно, потому что жанр опирается на чувства. Вот я, например, вообще не воспринимаю фильмы ужасов. Если в них ничего кроме самого факта ужаса нет, я просто усну во время просмотра, как это было, допустим, на Суспирии. Но при этом хоррор-игры дело другое. В них я сяду играть только если сам решу. Вы меня не заставите. Поэтому проблема создания хорошего кошмара зачастую субъективна. Однако, если в руки автору дано больше возможностей использовать знания того, как передать определенную идею или чувство, то это только грех не использовать их во благо произведению. А если меньше, то это способ креативно обойти препятствия, дав новый глоток свежего воздуха зрителям и игрокам.